Я нервный. Очень даже нервный. Просто до ужаса. Таким уж уродился. Но как можно назвать меня сумасшедшим? От болезни чувства мои только обострились. Они вовсе не ослабели, не притупились. И в особенности тонкость слуха. Я слышал все, что совершалось на небе и на земле. Я слышал многое, что совершалось в аду. Какой я после этого сумасшедший? Слушайте же и обратите внимание, сколь здраво, сколь рассудительно я могу рассказать все от начала и до конца. Сам не знаю, когда эта мысль пришла мне в голову, но явившись однажды, она уже не покидала меня ни днем, ни ночью. Я любил этого старика. Он ни разу не причинил мне зла, ни разу не нанес обиды. Но виной всему был его глаз. Один глаз у него был как у хищной птицы, голубоватый, поддернутый пленкой. Стоило ему глянуть на меня, и кровь стыла в моих жилах. Мало-помалу, из-подваль, я задумал прикончить старика и навсегда избавиться от его глаза. В этом-то вся суть. По-вашему, я сумасшедший. Но видели бы вы, как мудро я действовал, с какой осторожностью, с какой предусмотрительностью, с каким искусным притворством принялся я за дело. Прошло 7 долгих ночей, но глаз неизменно бывал закрыт. И я никак не мог покончить с делом, потому что не сам старик досаждал мне, а его дурной глаз. И всякое утро, Ты все еще спишь по ночам? когда светало, Что ж ты так долго терпел эту ложную гравитацию? я проявлял уважение, которого он заслуживал. Заметить твои таланты здесь будет невозможно. И лишь очень проницательный человек мог бы заподозрить, Но, к счастью, твои навыки соответствуют этой работе. что каждую ночь Ты точно готов к следующему этапу своей жизни? я заглядывал к нему, пока он спал. На 8-ю ночь я отворил дверь с особенной осторожностью. Кто здесь? Черная тень смерти подкрадывалась к нему и уже накрыла свою жертву. Корабль, открыть окно. И неотвратимое присутствие этой бесплотной тени заставило его почувствовать, что я здесь, в комнате. Это всего лишь скрип в старых панелях пола. Это тускло-голубой глаз стервятника с отвратительной пеленой, от которого стынет до мозга костей. С каждым мгновением сердце старика билось все громче и громче. Это увеличивало мою ярость, как бой в барабан побуждает солдата к мужеству. Столь странный шум привел меня в неудержимый ужас. Тревога охватила меня. Да, он был навеки мертв. А я как никогда спокоен. Так как труп на корабле мог быть обнаружен в самое ближайшее время, я работал наспех, но молча. В планах не было покидать корабль до завершения программы. Что, черт возьми, там происходит? Я проснулся от звука его капсулы, вылетевшей из нашего корабля.
Беспокойся о его внезапном бегстве. В космосе всегда темно, как в полночь. Неужели произошла авария? Капсула скоро будет у нас. В ближайшее время к вам прибудет следственный отряд. Никакой человеческий глаз, даже его глаз, не заметил бы ничего подозрительного. Смывать следы не пришлось. Нигде ни пятнышка, ни капельки крови. Я открываю шлюз с легким сердцем. Чего мне теперь бояться? Добро пожаловать. Добрый вечер, стажер. Приступим к делу. Перед внеплановым вылетом раздался визг. Вероятно, неуклюжий выпуск воздуха, когда он входил в капсулу. Этот корабль довольно старый. Мы хотели бы осмотреть его апартаменты. Мы надеемся найти ключи к разгадке причины его бегства. Безусловно. Проходите сюда. Я показал им его апартаменты. Безопасные, нетронутые. Следователи были удовлетворены моим поведением. Я его почти не знала, но он обучил нескольких моих друзей. Как долго вы были здесь вместе? 400 оборотов. В скором времени он будет поглощен этой ужасной атмосферой. Разочаровывает, что мы не можем похоронить его. Мы обязательно найдем его тело до того, как он достигнет атмосферы. Я хотел, чтобы они ушли. Возможно, его талант привел к эксцентричности. И это осталось незамеченным после стольких лет? Невозможно. У меня заболела голова. Может быть, опасения по поводу продвижения по службе свели его с ума. Все эти годы в разных системах. Почему они не уходят? Я не могу понять, как вы тут вообще работаете. Знания движут человечество вперед. И эта красота не подлежит сомнению. Все это здорово до тех пор, пока не сходишь с ума. Господи всемогущий! Возможно ли, что они ничего не слышали? Вероятно, настало время вернуться и представить наш отчет. Нет, нет, они слышали! Да. Они забавлялись моим ужасом! Что угодно, только не это мучение! Хотя здесь вполне спокойно. Только бы положить конец этому издевательству! Иногда мне хочется провести расследование поближе к этим массивным телам. Я не мог более выносить их лицемерные улыбки. Я чувствовал, что крик должен вырваться из моей груди, иначе я умру. И вот, опять. Громче, 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 громче. Негодяй! Будет вам притворяться! Я сознаюсь! Вот здесь, вот! Это стучит его мерзкое сердце! Теперь, в мертвый час ночи, посреди жуткой тишины космоса, я удовлетворен дикой дерзостью своего триумфа. Глаз не беспокоит меня. Переведено и озвучено Диафильм Студио. Перевел Айрон Ники. Роли дублировали Алена Андронова, Кирилл Патрино, Артём Бахтин и Михаил Полежаев.